Ближе к городу Атырау началось самое интересное. Появились первые затопленные участки трассы. Сперва несложные, а дальше все глубже. Кто-то проезжал их сам, а кого-то перетаскивали машины побольше. Мы все участки, а их было 5, проехали без проблем. За нами в кильваторе еще кое-где устраивались узбеки. Шестой брод оказался полностью перекрытым для движения. И нам, как и всем легковушкам, фурам и автобусам, пришлось 40 километров ехать в объезд прямо по степи до Астраханской трассы. Но все получилось. И к вечеру мы добрались до села Кульсары, откуда оставалось около 50 километров до места нашей ночевки. Добраться туда непросто. Если прошел или ожидается дождь, лучше вообще не пытаться. Дорога вроде как есть, но на нее только лошади и верблюды гадить ходят. Ехать нужно по степи. И чем ближе к плато, тем хуже дорога. Приехав ближе к горам, увидели, что будем ночевать не одни. Это и к лучшему. Места глухие и дикие. По-моему, это патриот. Крадется. Да. Патер. Ну ладно. Если ночевать тут останется, точно что-то не придет. Нашим соседом оказался путешественник из Москвы на автомобиле Тагаз Тайгер. Разговорились, оказалось, что едем примерно по одним и тем же точкам, прямо чудеса. Отличное место, приятное, новое знакомство. Само меловое плато – это как пробник Устюрта. Горы небольшие, но очень живописные, особенно на закате. Вечером и утром исследовали окрестности. Попадались интересные находки, окаменелости стволов морских лилий, ракушки. Плато с труднопроизносимым названием. Напишу потом, как называется. Ночь прошла спокойно. А Кергешин – завораживающее место. Один из берегов древнего океана Тети.
На рассвете нас посетило стадо верблюдов. Здесь они, как и лошади, пасутся свободно, но все хозяйские, а пастухи по степи перемещаются на Тойотах Хайлакс. Итак, небольшие советы по посещению плато. Во-первых, не едьте в дождь. Во-вторых, заезжайте на плато сверху. В-третьих, имейте с собой запас воды. И последнее, будьте готовы к долгой тряске по степи. Дорога в Актау пересекает главную достопримечательность Мангистау – плато Устюрт. Устюрт когда-то был дном океана. Подтверждение повсюду. На поверхности ракушки, панцири мелких морских обитателей и аммониты. Долины испещрены гротами, а на дне впадин лежат соленые озера – наследие древнего океана. А нашей текущей задачей было найти жилье на 2 суток в городе Актау. Букинг в помощь. И без проблем снята квартира со всеми удобствами на первой линии за 3600 российских рублей. Очень дешево для конца мая. Да еще плюс, что не требуется никаких предоплат. Отдохнули, постирались и отправились исследовать город. Про транспорт. Азию при въезде в Актау почувствовали сразу. Любовь к сигналам, не любовь к указателям поворотов. Светофоры есть, но иногда он один, и его еще нужно найти. Но в целом трафик вполне цивилизованный, и пешеходы под колеса практически не бросаются. Про застройку. В городе смесь старой советской архитектуры и шикарной современной в азиатском стиле застройки. В нашем районе несколько напрягало отсутствие крупных магазинов, в коих мы привыкли все покупать. А тут несколько иначе. В гипермаркетах не найти нормальные рыбы, мясо. В общем, в нашем понимании таких отделов даже там нет. За всем этим нужно ехать на рынки. Но и там того изобилия готовой продукции, к которому мы привыкли, мы не нашли. С водой в городе тоже не все окей. Вся вода это опресненная морская на бывшей атомной электростанции. Летом ее не хватает. На фоне этого выглядит просто героизмом горожан наличие в городе такого количества деревьев. Даже парки есть. И все деревья поливаются. Пальмы на набережной, конечно, искусственные. Несмотря на жару летом, зимой тут достаточно сурово. Набережная очень красива и имеет достаточно большую протяженность. Внизу на камнях возле моря собирается много молодежи. На набережной можно встретить людей, играющих в шахматы, волейбол и просто гуляющих целыми семьями. Причем этот променад продолжается до очень позднего времени. 23:14 время. Куча народу на набережной, дети. Да, и подвыпивших личностей мы там, кстати, не встречали.
Хотя в ресторанчике на берегу, где мы пробовали вкуснейшую хрустящую кефаль и сочную конину, захмелевшая парочка была. Напоминаю, регион в большей степени мусульманский. Но в Актау много экспатов. Нам сказали, что даже есть белорусы, много русских. На набережной слышали и украинскую речь. Нет, друг, ты, может, с нами поедешь? А? Он тебя выбрал. Ну, ты что, реньку почувствовал? Да, даже А? Вот как он будет? Эй, Не ко мне, не к тебе, Паш. Слушай, вообще класс. ну что это такое? Ну что это? Главная достопримечательность города – это, конечно, скальная тропа. Для ее осмотра, вернее всего, выбрать такое время, чтобы в одну сторону пройти на закате, а назад уже со всей включенной подсветкой. Тропа великолепна, но время влияет и на нее. Не везде работает подсветка, в темноте можно и травму получить. Закрыта пещера из-за риска обвала и много мест с очень скользкой плиткой. В конце тропы пляж, если, конечно, идти с севера, и чуть дальше парк аттракционов. Покатались на колесе обозрения, посмотрели на вечерний город. С пляжами в Актау не все однозначно. В конце мая вода еще холодная, и плюс к этому в районе пляжа присутствует специфический запах водорослей. Если ваша цель – пляжный отдых, то лучше ехать за город. В дальнейшем мы в этом сами убедились. Еще один момент. В Актау, да и в принципе в любой точке побережья, если берег усеян камнями, то там вы обязательно встретитесь со змеями. Они могут на вас даже шипеть. Как позднее мы узнали, это морские ужи. Для человека безопасны, но впечатление производят незабываемое. Да, и что еще немаловажно для туриста, это сувениры. С этим тоже тут не очень. Все однотипно и найти непросто. Возможно, мы были не в сезон или слишком много требуем. Несмотря на мелкие недочеты, Актау действительно жемчужина Каспийского побережья. И очень сильно контрастирует с тем же Атырау или Жаназином. Кстати, в Актау у нас случилась первая поломка. Ссылка на ролик вверху. Все для ремонта в этом городе есть. И авторынок, и автомастерские, и доброжелательные и отзывчивые люди. Ну что ж, наши советы. Первое. Ищите жилье на букинге. Квартиры могут быть дешевле хостела. Второе. За мясом и рыбой только на рынок. Третье. Учитывайте возможные перебои с водой. Четвертое. Обязательно вечером посетите скальную тропу.